Привет! Вы на канале Друзья Томи, и если вы новенький, то вам стоит посмотреть предыдущие ролики о наших успехах при релокации. Ну а если вы старенький, то сегодня мы узнаем, добрался ли Никита до Мексики и как обстоят дела с русским паспортом на границах. Спойлер, так себе. История интересная, как в кино, так что смотрите до конца и приятного просмотра. Да, из-за того, что российский паспорт – это высер просто какой-то европейский. Но проверяли досконально и задавали вопросы. Чувствую себя просто максимальным бомжом. Сейчас начинается кино. Привет, друзья! Сейчас 6 часов по московскому времени, 24 февраля, и я нахожусь в аэропорту Анталии. И мне предстоит огромнейший перелет до Мексики. И в этом видео я хочу поделиться, рассказать вам, собственно, как будет проходить этот перелет, как будут выглядеть аэропорты, задают ли пограничники какие-то вопросы и прочие детали этого переезда. Запомните, как я выгляжу сейчас, сравним с тем, как я буду выглядеть в конце этого изнуряющего путешествия. Ну что ж, погнали! Время 9:30, и я в аэропорту Стамбула. Билет до сюда стоил из Анталии $50. Время в полете примерно 1 час. Сейчас мне предстоит один из самых долгих таких стыковочных моментов, потому что отсюда я буду вылетать уже только в 6 часов 20 минут утра следующего дня. В аэропорту здесь мне придется провести примерно 9 часов. Я решил не брать самый последний вылет. Сколько бы раз я не летал туркишами, постоянно есть какая-то вот либо задержки, либо отмены, либо переносы, либо еще какие-то проблемы. Поэтому рейс я взял не последний, чтобы у меня была возможность, если что, вылететь следующим рейсом, если этот отменят. Хочется отметить, что я еще покупал себе место с увеличенным пространством для ног, так как если не купить место на Turkish Airlines, у вас могут быть проблемы при самостоятельной регистрации или можно попасть на овербукинг. Поэтому я здесь всегда покупаю себе сиденье. Следующим пунктом пройти пограничный контроль, чтобы выйти за границу Турции. Друзья, время 5 утра, я наконец-то нахожусь рядом со своим выходом на посадку. Вылет у меня в 6:20, то есть осталось буквально час, и я должен буду сесть в самолет. Что же, собственно, происходило в это время? Стойка регистрации открылась только в 3:25, за 3 часа до вылета. Собственно, прямо у стойки регистрации был дополнительный такой пункт security. А на этом пункте проверяли досконально и задавали вопросы. Собственно, проверяли билет в ту сторону, куда летите, проверяли билет обратно, есть ли. Расскажу чуть позже, зачем, собственно, они это делают. Также спрашивали, конечно, цель поездки, проверяли все, бронирование, там, где будешь находиться, где останавливаться. Была прям такая полноценная проверка. Что меня удивило, еще брали паспорт, то есть сканировали паспорт, все визы, то есть у меня там была вклеен Шенген просроченный, американская виза просроченная, их все тоже как-то сканировали, там что-то проверяли по каким-то базам, в общем, был такой весьма напряженный какой-то чек. Вроде бы все окей, мне сказали, окей, иди, после чего, да, я получил уже свой посадочный талон, сдал багаж, все окей. То есть первый вот такой жесткий прям контроль, я не ожидал, что он будет прямо перед стойкой регистрации, был пройден, вот, но сейчас здесь около вылета снова стоят эти будки, но мне на паспорт наклеили специальную наклеечку. Так что я думаю, что, наверное, будки для тех, кто там не проходил, и будут проходить еще раз. Вряд ли тут придется во втором кругу все это делать. Но так или иначе, что можно резюмировать, что все равно, чтобы выехать в Мексику, то есть они смотрят визы, русским виза не нужна, то есть нужно электронное разрешение на въезд в Мексику, нужен, собственно, билет туда, нужен, чтобы обязательно был обратный билет. И вот почему, собственно, нужен обратный билет. Дело в том, что если, когда вы прибудете в Мексику, или в любую другую страну, и вас, допустим, туда не пустят. То есть пограничник скажет, нет, мы, условно, тебя, Никита, не пускаем в Мексику, иди домой, к себе обратно. Вот, в таком случае ответственность за меня, за мою доставку домой будет нести авиаперевозчик, в данном случае Люфтганза. И, грубо говоря, им не очень хотелось бы, условно, меня тащить обратно в Турцию за свой счет. Поэтому, собственно, они проводят такой дополнительный чек, чтобы отсеять и не насадить на рейс тех, кого они потенциально могут потом везти обратно. То есть они тоже всю свою ответственность скидывают в итоге на путешественников и подвергают, собственно, этих путешественников такому небольшому риску и процедуре, что тебе нужно доказывать, что ты вернешься, что у тебя есть билеты, что им не придется, то есть, нести за тебя какие-то дополнительные риски. Собственно, вот зачем это все происходит. Итак, процедуру эту я прошел, и дальше началась следующая проверка. Итак, собственно, следующая проверка, она уже была на паспортном контроле на выходе за границу Турции. Вот, и поэтому
этот блог не сильно относится к самому перелету в Мексику. Он больше про именно правила турецкие, так что если вам это не интересно, можете смело листать к следующему там коду. Если все-таки интересно узнать про эту проверку, сейчас вот как раз вкратце расскажу. Так вот, я подхожу к этому паспортному контролю и рассказываю нюансы. То есть мы живем в Турции уже 11 месяцев, даже почти год. За это время у нас был один вид на жительство, который истек в середине ноября. Вот. Но это не значит, что мы нарушали какие-то правила. Мы заранее до истечения этого вида на жительство, собственно, подали заявку на продление. Мы сделали это еще в конце октября. Вот. Но из-за того, что в конце 2022 года был какой-то просто невероятный наплыв на их вот эти центры принятия решений, сегодня, на 25 февраля, то есть наша заявка до сих пор была на стадии рассмотрения. Прошло, получается, декабрь, январь, февраль. Ну, то есть 3 месяца, да? Нет, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Прошло просто 4 месяца, и мы даже не получили там отказ или одобрение. Вот. Но так или иначе, пока ты ждешь, собственно, этого результата, ты легально находишься в стране. Так сказано в правилах, и все, собственно, об этом знают. Для того, чтобы выехать за границу в таком случае, нужно было поехать в Гёч и взять специальную справку, то, что я ожидаю решения по ВНЖ, и типа, разрешите мне выехать за границу. Собственно, я приехал в этот Гёч. Народу там была просто тьма тьмущая, был полный бардак, ну, очень много прям толп, я не знаю, как на рынке. И, в общем, пока я стоял в очередях, я узнал, что, в принципе, ты можешь выехать только до 15 дней по этой справке, то есть там тоже нужно показывать билеты туда-сюда. И, грубо говоря, из-за того, что я лечу больше, чем на 15 дней, мне эта справка, то есть я не мог ее получить, эту справку. И получалось так, что я выезжаю за границу, и у меня просто аннулируется моя вот эта подача на ВНЖ. Я подумал, ну и бог с ней. В любом случае, я до этого момента жил легально. Собственно, я подхожу с такой уверенностью, со всеми подкрепляющими документами на стойку. И, на что чел разводит руками, говорит, нет, что-то у тебя там, в общем, даты не совпадают, подойди там в такое-то окошко. Вот, я подхожу к окошку, оно вообще называется Visa Violation, то есть сразу словом наказание. Я подхожу, даю ему все доки, показываю то, что вот мы подавались такого-то числа, вот у нас на рассмотрении, типа мы можем это сейчас вбить, там все это будет показываться. На что этот чел просто категорично мне отвечал, что типа нет, у меня нету в системе данных, что у тебя есть подтверждение, что у тебя есть добро на продление, соответственно, типа это не считается. Ну, то есть не считается момент, что она до сих пор рассматривается 4 месяца, считается только момент, что типа у тебя нет одобрения. Собственно, времени у меня особо с ним что-то спорить, выяснять отношения не было, потому что, как вы понимаете, я здесь, в принципе, достаточно впритык оказался. Так что мне просто вкатили штраф 800 лир и дали запрет на въезд в Турцию на 1 месяц. Я, конечно, не ожидал такого поворота, потому что мы как бы изо всех сил старались соблюдать эти правила, и реально турецкая система сама совершенно не справляется с таким наплывом, потому что решения должны условно по этому ВНЖ давать в срок там от недели до месяца, и как бы когда те 4 месяца тебя как бы морозит, а потом тебе за все это еще впихивают штраф за то, что ты здесь стоял типа на 4 месяца дольше, пока мы это все рассматривали. Это вообще непорядок. Ну, в общем, в любом случае мне дали бан всего на месяц, то есть мне нельзя месяц приезжать в Турцию, и штраф. Короче, вот так это все закончилось. То есть пока один чек, security чек я прошел, один не прошел, но в любом случае это не помешало мне сесть на самолет. Я в него пока еще не сел, не знаю, что будет дальше. В общем, буду держать вас в курсе. И после этих 2 чеков будет еще один самый главный пункт пропускной, это именно уже на границе мексиканской, то есть чтобы меня впустили в страну. Вот, давайте досмотрим до этого момента и разберемся, как же там сложилась все-таки моя судьба. Ну что, друзья, московское время 11 часов 30 минут. Я во Франкфурте, я сижу рядом со своим выходом на следующую посадку уже напрямую до Мексики. Я успешно прошел все security-чеки в Стамбуле, сел в самолет. Самолет компании Lufthansa из Стамбула сюда, во Франкфурт. Ну, скажу, из хороших новостей удалось подремать 2 часа, поэтому, в принципе, я чувствую себя весьма живчиком после такой бессонной ночи, но, тем не менее, в самолете было весьма тесновато. После турецких авиалиний, конечно, реально ощущалось похуже, как бы самолет был какой-то тесный, такой немножко уже старенький, не кормили ничего, и, в целом,
во Франкфурте дальше. Здесь был, конечно, отдельный челлендж, то есть тут ходить по этим лабиринтам. Больше часа я добирался там с посадки до сюда, там переход туда, переход сюда, там на автобусе в другой терминал, в общем, огромное путешествие. Вот, что еще хочется отметить, что по прилету тоже сразу около входа стояли security, и, конечно же, тоже, то есть нужно было проходить вот эти вот все вопросы, то есть там, куда вы летите, какая цель вашей поездки. И охранник прям вот, ну, так меня спрашивал, мол, то, что вот вы из России, у нас тут очень много русских, сейчас летит в Европу, летит в Мексику, еще куда-то летит, туда-сюда. И начал все меня уточнять, там, опять же, есть ли у вас обратный билет в Россию? Я говорю, нет, у меня в Турции. Он говорит, показывайте там ВНЖ турецкое, там. Чем вообще занимаетесь? В общем, короче, расспрашивал вообще про все. Вот, но самое удивительное, что в конце он как бы, он сказал, ладно, все, я вам верю. То есть зачем вы летите, все, не надо мне там ничего показывать. Вот, и спросил, типа, ну, то есть, скажите, вам нужна, типа, тут какая-то помощь? Я так понимаю, это был какой-то вопрос, намекающий условно, что я прилетел, я такой сразу, все, извините меня, пакуйте меня в беженцы. Вот я сказал, нет, ребят, я в Мексику, все, не трогайте меня, я полетел. Вот, ну, честно говоря, ну, то есть сколько уже таких тестов я прошел, и еще предстоит пройти, меня немножко вот это, ну, напрягает эта вся история, что как бы ты реально все-таки здесь самый подозрительный какой-то пассажир, до которого всем нужно докопаться, проверить там все обратные билеты и все в таком духе. То есть и каждый раз, то есть есть такое ощущение, что все равно есть какой-то небольшой риск, что человек скажет нет, типа я тебя снимаю с рейса, там, данные мне властью, какими-то законами или еще что-то. Ну, в общем, чувствуешь себя таким вот песчинкой, который перемалывает вот весь огромный механизм. Ну что, ребятки, вот и начинается кино. Я во Франкфурте, и меня только что сняли с рейса в Мексику. Озвучили много фамилий перед тем, как, конечно же, не заранее, было 6 часов, как бы все это сделать. Ну, прямо перед подсадкой озвучат много-много фамилий, всех, ну, подходят, всех, грубо говоря, проверяют. У кого там чего. Опять задавали в 4 раз те же самые вопросы, цель поездки, какие есть документы, 5-10. Вот, но в этот раз, то есть мы долго с ними общались, не знаю, минут 15, все, мы там смотрели, что есть, чего нет. Короче говоря, политика Люфтганзы следующая, что у них есть кейсы, да, что всех русских, украинцев и тому подобное разворачивают, они не хотят за это нести ответственность, поэтому заранее здесь всех с рейсов и снимают, собственно. Вот, уверяют меня, что 100% как бы меня бы там развернули, потому что у меня нету в Турции какой-то, да, прочной жизни, как это говорится, то есть нету там рабочего контракта в Турции, нету там какого-то долгосрочного ВНЖ и так далее. Нету там, допустим, американской визы, чтобы у них была уверенность, действующей, чтобы у них была уверенность, что типа я не пойду переходить границу. Короче, дофига нюансов. Не думайте, что там как-то можно было на человеческом понятии их убедить. Нет, это было просто, типа, у нас есть кейсы, у нас есть статистика ваших фактов. Даже если один негативный фактор, типа, вас развернут, все, мы, короче, не можем. Вот, при том, что история у меня абсолютно реальная, ни на какую границу я не собирался, никакое там беженство подавать я тоже не собирался. Собирался просто путешествовать по Южной Америке. И вот такова реальность сейчас. И вся проблема просто, да, из-за того, что ты русский, из-за того, что дохера народу туда ломанулось. И как бы я даже не знаю, то есть что сказать. Как бы с одной стороны и мексиканцы говнюки, с другой стороны и мы американцы это все как бы проплачивают, чтобы они тоже людей фильтровали. С третьей стороны тоже как бы все поехали. Короче, полный бред. Вот, и забавная сейчас ситуация складывается, связанная с тем, что как бы я только что получил бан на въезд в Турцию на месяц. То есть в Турцию я уже не могу вернуться отсюда из Франкфурта. Во Франкфурте я тоже, грубо говоря, из аэропорта выйти не могу, я в транзитной зоне могу только тут находиться. И дальше меня не пускают. Вот. Мы обсудили, я спросил, что мне вообще делать. Никаких дополнительных там доказательств, каких-то дополнительных билетов, еще чего-то. Ничего это не поможет, короче. Из-за того, что вот нету связи с местом, откуда ты приехал. Нету у тебя там крепкой, прочной какого-то там якоря, из-за которого ты бы вернулся. Типа, ну, дети бы хотя бы были, ну, хоть что-то бы, ну, типа, даже детей нет.
Вот. Я уточнил, что мне вообще самому делать сейчас, потому что мне в любом случае я хочу путешествовать и так далее. Я сказал, я могу сейчас, допустим, полететь, говорю, на Барбадос, получить там американскую визу, и тогда все будет окей. Он говорит, ну да, ты можешь. Я думаю, нифига себе, могу я. Я говорю, хорошо, а кто мне будет, типа, там, деньги за билеты возвращать, все такое? Они говорят, ну вот иди там на стойку Z11, там тебе все сделают, там и отель тебе могут выписать, у нас же Люфтганза все-таки, типа, мы приличная компания. Я говорю, окей. Я говорю, если я, допустим, в Аргентину сейчас полечу, тоже не будет проблем. Они говорят, в Аргентину не будет проблем. Будут проблемы только вот с Мексикой, потому что в Мексике всех разворачивают. Все, вот так вот Мексика закрыта, и сейчас начинается кино, сейчас начинается вот это вот, типа, назад не улететь, вперед не улететь. Хоть и максимально к этому готовился, все равно ни хрена не помогло. Вот, но может все к лучшему, то есть там сейчас в Калифорнии шторм, а все равно в Мексике бы сидел несколько дней. Буду сейчас пытаться улететь на Барбадос. Чтобы там получить американскую визу. Ну что, друзья, время по Москве 8 вечера. Я до сих пор во Франкфурте. У меня есть для вас апдейт. Соответственно, я разобрался с тем, что произошло. Я спал всего 2 часа, так что я вообще уже не в состоянии что-то вывозить. Разобрался с тем, что произошло, узнал все возможные варианты, что мне с этим делать. И сейчас расскажу вам, собственно, как я оказался героем фильма «Терминал», потому что я просто на 100% застрял сейчас во Франкфурте. Значит, здесь, во Франкфурте, именно на Люфтганзе, да, то есть первое, что хочется сказать, Люфтганза Сакс, есть какие-то чуваки из мексиканского вот этого таможенного контроля, они условно риск-менеджеры, короче, они здесь проводят интервьюшки и оценивают, да, насколько, то есть там рисково тебе ехать. Понятно, что украинцев, русских, там говорят еще румынцев, короче, заворачивают всех условно потенциальных людей, которые теоретически могут пойти там и остаться на границе. То есть если меня условно завернули, то я уже Люфтганза не могу улететь в Южную Америку никуда. И, скорее всего, Люфтганза, они только могут меня отправить обратно в Стамбул. С Стамбулом забавно, да, вы поняли ситуацию, что мне дали бан на месяц, то есть в Стамбул я вернуться тоже не могу, если бы даже я хотел. В итоге какие опции у меня есть? У меня есть опции выбрать какие-то другие авиалинии, которые отсюда летают, и полететь этими другими авиалиниями вообще в другую страну назначения, желательно, но тоже в Южной Америке. Вот, я созвонился с Беном, с которым мы с которым мы как раз-таки отправляемся на сейлинг, и, в принципе, у нас все вырисовывается в 2 варианта. Вариант номер 1, что я лечу на Барбадос, и там получаю американскую визу, после чего я смогу уже с Барбадоса, допустим, прилететь к нему напрямую в Калифорнию или прилететь в ту же Мексику, и у меня не будет проблем. Вот, и все получится. Вот, но как бы нюанс этого варианта, что, то есть, надо получать визу, нужно чекать опять запись сейчас идти, нужно, тоже там ждать ее. Короче, вы поняли, нюансы есть, можно ее не получить еще после всего этого, но опция неплохая. И вариант номер 2, это я просто сразу лечу в Гватемалу и жду их там, то есть это Гватемала сразу после Мексики находится, они туда доплывут, и мы уже встречаемся в Гватемале. Что я буду делать в Гватемале все это время? Вопрос. Последняя проблема, которая остается, это то, что турецкая карта оказывается тоже такая же тыква, как и российская, и она нигде нифига не принимается. Дебетовая карта не принимается, и наличка тоже не принимается. Короче, я здесь вообще без каких-либо сижу еще возможностей что-то себе купить, то есть мне надо все решать через Бена. Постоянно быть на сайте. Хорошо, что он у меня есть, и как бы выразил такую позицию, что типа мы тебя доставим, типа, чего бы это ни стоило, условно, будет просто еще там одно препятствие, но мы это сделаем. И чему я как бы рад такой поддержке, и есть такое некоторое все-таки чувство спокойствия, и что все получится. Единственная проблема, да, что я спал 2 часа, и реально тяжело. Но сейчас я отправлюсь, собственно, смотреть все возможные пути, билеты и так далее, что мне с этим делать. Итак, сейчас 26 число. 5 утра 30 минут по московскому времени. Я только что проснулся после того, как спал. Спал вот там на скамеечке, как эти 2 тоже человека. Вот. Чувствую себя просто максимальным бомжом, потому что до этого я спал в более приятном месте. Но
Оттуда меня выгнали. В итоге спал на этой штуке. Там весьма холодные вот эти железяки. Проснулся я тяжело. То есть я за все это время, что у меня началось путешествие, спал в самолете 2 часа. И вот сейчас получается еще 2 с небольшим часа. Всего 4 часа суммарно, чего я чувствую очень не хватает организму. Мне, конечно же, просил, там не просил. Ни хрена нету тут никаких ни капсульных отелей, ни какие-то там еще мне ничего не выделили, конечно же. Всем на это вообще абсолютно начихать. По поводу старых билетов и новых билетов я смог восстановить, вернуть деньги за билеты уже, которые в Мексике были. Порядка там больше $300 я вернул за один этот билет. За билет, который Люфтганза, и мне вроде бы хоть и обещали там его вернуть или за это что-то платить другой билет. По-разному говорили. Но, в общем, пока результатов у меня никаких нету, все безуспешно. Посмотрим, конечно, как эта история закончится. Короче, грубо говоря, перед сном я успел еще здесь обойти весь аэропорт несколько раз, там некоторые терминалы посетил. Уточнить, точно ли мне можно отсюда улетать вот таким рейсом. Вот точно ли там, я не знаю, на мне нету никаких там, каких-то, может, полицейских запретов. Уточнить там 10 раз все правила еще раз выезда, чтобы вот у меня не было такой еще раз ситуации, что я собираюсь куда-то вылетать, ходят какие-то люди, и меня заворачивают и говорят, ты не полетишь. То есть, ну, реально, это просто дичь полная. В итоге были куплены новые билеты отсюда, из Франкфурта, на острова Барбадос, компании British Airways через Лондон. Вот для того, чтобы туда улететь, также я взял билет с Барбадоса. Ориентировочно там спустя 7-10 дней в Гватемалу. Забронировал жилье на Airbnb на Барбадосе. Оплатил консульский сбор на визу американскую тоже там, чтобы записаться на хорошее какое-то место. И потом оттуда, собственно, уже в Гватемалу. И в Гватемале, ну, условно в Гватемале, или, может быть, если у меня будет американская виза, я смогу двинуться дальше в любой аэропорт Мексики по левому побережью. Грубо говоря, там я уже пересекаюсь и запрыгиваю к ребятам на борт. И, собственно, продолжается то самое приключение, ради которого эта вся история была затеяна. Поэтому, ребята, кто там собирался ехать куда-то в Мексику или Южную Америку, я вообще не знаю. То есть не надо туда ехать, реально Мексика. Просто вот так вот всю Мексику перекрывают. Вот так вот, чтобы, блин, где вы видели такое, что пограничники, они уехали в самые большие там, да, какие-то аэропорты, хабы и перехватывали просто трафик, чтобы люди не летели туда. То есть где это вообще типа видно такое? И я же не ехал переходить границу, я вообще не собирался, и у меня была реальная все там доказательства и мои реально честные цели на поездку. Я об этом даже написал, там, пожаловался им, все там официальное письмо написал, что, типа, камон, я вообще ничего не нарушал. Просто проходил эти проверки безопасности до тех пор, пока у кого-то уже не вызвались сомнения. И, как бы, понятно, с каждым разом это проходило все труднее и труднее, потому что времени без сна было все больше и больше. Просто полная дичь. То есть можно 10 проверок делать по безопасности, 9 пройти, и потом все равно одному покажется, что нет, что-то здесь не то. В общем, я просто, да, в шоке. Это, пожалуй, самое будет худшее мое, да, приключение вообще в жизни с такими аэропортами. И позже, пожалуйста, пусть оно уже закончится каким-то хорошим исходом. Ну что ж, ребят, сейчас 26 число, воскресенье, время по Москве 13:35. Я нахожусь в Лондоне, в терминале Хитроу. И угадайте, что у меня новенького. Собственно, сегодня утром я вылетал из Франкфурта сюда. И здесь у меня должна была быть стыковка 2-часовая и перелет до Барбадоса. Но, как вы думаете, что произошло? Конечно же, вылет из Франкфурта мой отложился, задержался на 1,5 часа. И я прилетел сюда, в принципе, и на свой рейс я уже не успел. Очень, к счастью, не к счастью, в принципе, логично, но British Airways, конечно, совершенно на другом уровне по поддержке. Вот, поэтому
Ну, мне сразу по прилету оперативно начали решать все вопросы. Так как билетов, ну, во-первых, у меня нет UK визы, не могу я посещать, покидать аэропорт. Соответственно, у меня есть единственный вариант по факту, по сути, самый адекватный. Это просто полететь завтра тем же рейсом, да, в то же время, регулярным у них, из Лондона на Барбадос. Вот такая ситуация. Я сразу спросил, то есть дадут ли мне отель, потому что они говорят, да, конечно, мы тебе все дадим. Дали мне уже ваучеров там на 30 фунтов на еду, чтобы я покушал. Вот, но ситуация следующая, что, в принципе, они готовы мне дать отель, но я не могу им воспользоваться, потому что я же не могу покинуть аэропорт. Поэтому женщина предложила мне две опции. Да, два варианта у меня есть, которые я могу попробовать. Она сразу сказала, что, вероятнее всего, они не сработают, я получу отказ, но шансы есть. То есть вариант первый — подойти на некоторый immigration desk и, ну, спросить их: ребят, тут такая ситуация, условно, вылет завтра, мне предлагают отель, но я не могу им воспользоваться, дадите ли мне вы покинуть аэропорт. Теоретически я знаю кейсы, когда дают выходить реально под какую-то гарантию, под билет там и так далее. Вот, не знаю, попробуем. Она сказала, скорее всего, нет, но может быть. Вот, и вариант второй — это, ну, я потом пойду в другой терминал, и можно попроситься в бизнес-лаунж. Он тоже закрывается на ночь, но мне в любом случае надо где-то ночевать. То есть, опять же, если у них будет хорошее настроение, я смогу там ночевать. Предбортовой журнал. Что у нас сейчас, значит, 26 февраля, воскресенье, московское время, 11 часов вечера. То есть весь день, в принципе, не проводил я вот эти прямые эфиры. Что же произошло за этот весь день? Остановились мы на моменте, да, что я пошел там все узнавать. Первую какую-то транзитную зону не выпускают, и, ну, так сотрудники аэропорта между собой говорят, что просто, да, из-за того, что российский паспорт, из-за того, что сейчас такое время, то есть, может быть, в какое-то другое время бы пошли навстречу, выпустили, но сейчас все весьма с этим жестко. Окей, это было предсказуемо. Второй момент был с бизнес-лаунжем, и тут я пошел к стойке British Airways, и мне очень повезло, что я попал на какую-то прям problem-solving женщину. Короче, она там вообще решала самые сложные кейсы, и, блин, ну, просто очень крутая тетка. Вот она мне выписала, короче, бизнес-лаунж, доступ. Собственно, большую часть дня я здесь и просидел. Ну, и очень много моментов мы с ней обсудили. И что еще очень важно, отдельная тема, опять, почему, там, не знаю, British Airways классная компания, почему, и Lufthansa — это самый полный отстой, которым я в жизни никогда больше не буду летать. Я даже так скажу, что Lufthansa — это как бы, ну, это хуже по клиентскому сервису, чем даже Победа, как бы, это вообще полный зашквар, то есть я вообще, ну, я не знаю, это высер просто какой-то европейский. Ну, так вот, почему я так думаю, собственно, рассказываю. Я сходил там, все, да, узнал, пришел, British Airways начали решать. Рейс мне поменяли, ваучер мне дали, бизнес-лаунж мне дали за границу. Ну, то есть какой-то отель они бы меня с удовольствием поселили, но и покинуть аэропорт я не могу. С этим мы все решили. То есть все, я лечу дальше, проблем никаких нет. Ну и я уточняю, что там с моим багажом. Потому что я, когда вылетал из Франкфурта, я несколько раз подходил к разным людям со своим вот этим ваучером. Еще с Lufthansa говорю: ребята, у меня багаж, я бы сейчас полечу в другое место. Пожалуйста, проверьте в системе, что все было окей. Все эти франкфуртские эти понторезы, они мне так говорили. Они, блин, почти даже не смотрели, такие: ой, ты что, мы же во Франкфурте, у нас тут все автоматизировано, ты шаг вправо, шаг влево, чемодан там за тобой едет, ты не переживай. Типа, у нас тут все так слаженно работает, как часы. 3 человека мне так говорили, то, что у вас все там будет автоматически, даже не надо там ничего, ла-ла. Ну и что вы думаете? Я узнаю, что, оказывается, мой багаж не долетел со мной сюда, до Лондона. И узнаю я благодаря тому, что British Airways, опять же, это как бы вопрос этот курировали, нифига не Lufthansa это. Вот, в принципе, что пошло дальше? Мне там они со своей стороны настроили все, что могли, то есть они мне там уже организовали всю систему так, чтобы я смог только из Lufthansa получить свой багаж сюда, чтобы просто они в Лондон отправили, здесь без какого-то там чекина получения, чтобы они его внутри системы сами подцепили к моему следующему рейсу. И все звучало отлично. Единственное, что мне оставалось сделать, это пойти до отделения, ну, до стойки Lufthansa и запросить у них, чтобы они отправили чемодан ну и сюда,
короче, задача элементарная. Вот. Все время, когда я куда-то хожу по аэропортам, так было и во Франкфурте, так и есть, так и здесь. Так было во Франкфурте, так и здесь. То есть нужно постоянно передвигаться между терминалами. Когда ты передвигаешься между терминалами, это каждый раз нужно проходить вот это вот, где ты на линию складываешь все вещи, достаешь ноутбуки, технику. И, ну, в общем, проходишь. То есть я уже прошел, не знаю, раз 10-15 за 2 дня все эти штуки, и как бы я уже как дома там себя чувствую. Так вот, то есть это весьма достаточно затяжной процесс, то есть нужно поехать на автобусе, в другое здание, там снова проходить этот чек-ин и так далее. Еще один такой нюанс, что у меня вылет, допустим, из терминала 5 аэропорта. И по логике вещей, по правилам, мне как бы нельзя в терминал 2. То есть, ну, грубо говоря, мне нечего там делать. Но, так или иначе, я пошел, потому что мне нужен именно в терминал 2, потому что только в терминале 2 есть эта стоечка Люфтганзы. Ну, она, конечно, есть еще как бы снаружи аэропорта, но туда я попасть не могу, к сожалению. Вот я пошел туда. Сначала мне помогла одна девочка, там, чернокожая, короче, очень такая саппортив. Короче, тут все чернокожие ребята, они, блин, они вообще мега крутые, супер помогают, вообще, блин, такой им респект. Я теперь обожаю просто всех, я не знаю, всех, кто из Африки и так далее. Блин, красавцы. Вот, сначала она мне помогла. Говорит там, короче, я же не могу туда пройти, сказала, так, иди туда, иди сюда, скажи вот это, в общем, должно прокатить. Окей, пошел там на этот, ну, где смотрят уже билеты, тоже объяснил всю свою ситуацию, я хожу, я просто сразу говорю, ребят, у меня очень complicated кейс, так что давайте вникайте, объясняю там все махинации, да, все, окей, мы поняли, вариантов нет, тебе нужно пройти в Люфтгансу, все там подходит тоже условно менеджер, тоже как бы черный парень, говорит, все, я тебя сейчас проведу туда, выведу обратно, вообще не переживай, все будет. Блин, вообще респект, то есть в Германии такого не было, в Германии все, что говорили люди, они говорили так, типа, я ничего не могу сделать, типа, я тут просто беспомощный раб системы, винтик, это не моя зона ответственности, мы за это там не отвечаем, короче говоря, идите разбирайтесь. Ну, вот это вот типичное вот это посылание. Другие терминалы. Здесь вообще такой подход другой. Я не знаю, может, это что, потому что Англия вышла из Евросоюза или что. Ну, в общем, да. То есть идут и как бы, ну, делают исключения, проводят и так далее. Вот, провели меня до этих стоек. Ну, там, конечно, капец стойка, то есть маленькая вот эта вот будочка. 2 человека сидят. Ну, девочка просто глазами похлопала, не ее уровень решения проблем был. И еще парень. Он просто мне начал залечивать. Что мне нужно сделать? Он говорит, лети до своего Барбадоса, там подавай, типа, ну, об утерянном багаже. Я говорю, типа, ты дебил, тебе нужно отправить из Германии вот сюда, в Лондон. Все, мы все уже остальное сделали, ничего не надо делать. Просто берешь мой чемодан, ставишь на рейс, и мы его уже здесь забираем. Ничего не надо делать. Он, короче, мне лечит там, ну, затирает какие-то, короче, ну, мне, не знаю, методичку, короче, зачитывает. Я говорю, типа, братан, ты вообще никакую проблему не решаешь. Ты вот просто, типа, усложняешь решение проблем. Ты, типа, вообще, ну, типа, ты бесполезный. Я реально на него орал уже, потому что, ну, реально мозгов у чела немного. Я не знаю, почему, то есть, таких умственно отсталых берут, как бы, именно в Люфтгансу, в другие авиакомпании нормальных. Ну, вот это факт. И по факту, то есть мы ничего не добились. Все, что он мне сказал, то, что у меня есть 2 варианта, то есть идти, лететь до конца и типа забить на все. Очень многие такие варианты предлагают, типа, не знаю, вообще разворачивайся и иди домой. Да, вот такой типа вариант. Типа, да вообще не путешествуй, типа, сиди дома, типа, нафиг тебе оно надо. В принципе, вот это решение проблем у людей называется. Вот, да, первый был вариант, что типа лети туда, и там мы туда тут доставим. Я сразу забегу вперед, потом мне звонили из Франкфурта и сказали, что вы указали нам, я расскажу, где я там что указал, мы туда не можем доставить. То есть он мне уже заведомо ложную информацию сказал, и я бы потом остался без своего чемодана. Да, второй вариант, что вот мы тебе условно доставим его. Ну, или он сказал просто, иди в онлайне разбирайся, типа, я ничего не могу сделать. Он сказал просто, департамент багажа там, надо выходить из аэропорта. Я говорю, не могу выйти, типа, решаем мою проблему отсюда. Он говорит, я тоже не могу, я, типа, грубо говоря, я бесполезный, говорит, я здесь отвечаю на вопросы по бронированию, весь мой функционал там ограничивается. Короче, да, долго я эту тему мусолил. В общем, вы поняли, мой был тоже вот этот disappointment самый максимальный, потому что я такой проделал путь, чтобы добраться до этой стойки Люфтганзы, и все было отлично, то есть, извините меня, с 3 разными людьми мы там обошли все возможные ограничения, и просто, блин, на самые элементарные вещи отправить чемодан из точки А в точку Б, при том, что это исключительно косяк Люфтганзы, что они оставили мой багаж там, не мой уже, не еще что-то. Как бы я получаю опять вот такое вот дерьмо. Я иду обратно,
Ну, у меня остается вариант идти делать все через онлайн, но я решаю зайти к своей женщине, вот этой крутой, и посоветоваться. Я прихожу, я вижу, что она реально там, короче, самый крутой problem solver. Она там каким-то, там у нее 5 людей какие-то, в общем, она им что-то, короче, тоже им нерешаемое все решила. И, блин, там чуть ли не аплодировали. Ну, неважно, я ее дождался на КО. Привет, ну что, я объясняю ситуацию, что и как получилось. Она говорит, ну да, типа, реально. То есть он только усложняет весь процесс. Ну, она мне... Ну, короче, да, я сказал, я вообще пришел просто за твоим советом, типа, что подскажешь, что думаешь нам делать? Она говорит, ну да, иди, короче, в этот, ну, условно, на сайт и попробуй там подать на все эти заявления, чтобы, ну, то есть, типа, она говорит, в течение 2 суток обычно все это происходит. То есть они могут либо сюда по-быстрому тебе успеть отправить до твоего вылета, либо ты тоже в Барбадосе, там уже получишь чемодан, там аэропорт маленький, не потеряется. Я сказал, окей, все, ну то есть ее словам я доверял. Я спокойненько пошел в свой бизнес-лаунж. Это именно вот этот кайф. Опять же, вспомним, как я застрял во Франкфурте. Ну, меня просто пнули под задницу, типа, и катись отсюда. И разбежались. При том, что все вот так друг на друга пальцами показали, типа, да, они тебе помогут. Там вот 1 из 6, короче, мне помог, все остальные были, то есть, никто просто. Здесь наоборот, то есть, все. Ну, извините, мне дали ваучеров. Но мне их даже не на что тратить сейчас, потому что я прихожу сюда, здесь питание горячее, там супы, салаты, все что угодно. Фуршет круглый год. Кофе, бар, тут вино, напитки, вообще рабочая зона, коворкинг. Короче, вообще офигенно. Ну, то есть можно даже в душ сходить. У меня нет полотенца, я бы так сходил бы с удовольствием. Все, мне это все выписали, потому что у них не получилось сделать отель, и то все были очень как бы расстроены тем, что не получилось мне выписать отель. Вот это я как бы нормальный уровень сервиса, да. Короче, я очень респектую British Airways, и еще раз напоминаю, что Lufthansa полный отстой в жизни, никогда ей не летайте. Никогда. Хуже победы в 10 000 раз. Так вот, вернемся к сути, да, в общем, я здесь уселся, в онлайне все это заполнил, у них называется теперь не потерянный багаж, а задерживающийся багаж, типа он отстает просто от меня, он не потерялся, он от меня отстает. Так вот, этот отстающий от меня багаж я заполнил онлайн, его достаточно быстро нашли, там в течение пары часов, вот, мне позвонила женщина, сказала так и так, ну, в этот раз она сказала, да, это наша вина, у вас написано, что вы хотите его получить в Барбадосе, и мы не можем его туда доставить. Ну, на самом деле, они могут его туда доставить, просто это им будет, видимо, денег стоить, потому что у них нету люфтгансовского рейса туда, им придется докупать что-то где-то. То есть опять меня обманывают, да? Так вот, они сказали, мы не можем туда доставить. Я говорю, ну я вот здесь, в Лондоне, у меня вылет только завтра утром, вот у вас времени дофига, чтобы отправить его сюда, я здесь получил. Она мне начинает рассказывать, что мне нужно будет выйти, его забирать. Я говорю, все, у меня вот есть нормальные люди British Airways, они мне уже все подготовили так, чтобы вы его прислали в транзитную зону, они его прицепят к моему рейсу, как бы просто пришли. Я говорю, просто пришли, потому что я понял, что вы ни на что не способны, просто пришли чемодан. Короче, да, присылай, и все. Мы объяснились, что они пришлют его в Лондон. У меня обновляется статус в этом. Вроде бы казалось, да, ну хоть немножко исправились. У меня обновляется статус на почте в окошке. Написано, короче, все, мы нашли вас в багаж, он на пути в Мексику. Я думаю, типа, вы что, дураки? Вот, ну я сначала, она мне по телефону-то сказала Лондон, мы обо всем договорились, я думал, ладно, обновилась коряво на сайте. Но тоже сам факт того, что, мозги вообще есть, нет, у меня написано, что он в Мексику идет. Вот, и что с этим делать? Я потом, номер рейса, причем нормальный, то есть LH там 900 что-то там, рейс это как раз таки Франкфурт Хитроу, и рейс нормальный, написан в Мексику. Я захожу в чат, я сделал скринкаст чат, давайте я его тут пущу, то есть я не смог ни дозвониться, ничего, то есть до этого клиентского отдела, чтобы просто уточнить, ребята, вы точно туда отправляете, вы точно туда отправляете. Не получилось у меня даже через чат, то есть он тоже очень с ограниченным функционалом. Девочка говорит, я ничего не могу, не с моего конца и так далее. То есть, опять какие-то тупики просто идиотские, люфтгансовские. Ладно, достаточно уже поливать их грязью. Вывод такой из этой истории, что у меня все получилось. Я вернул свой чемодан, он скоро ко мне приедет. Не знаю, конечно, я еще не на 100% ее вернул, но, по крайней мере, я верю, что сейчас мы все это разрешим. Осталось совсем чуть-чуть.
И вот на этот раз, я не знаю, ну, то есть я хочу сказать, что это прям такое выражение, типа, мы не знаем, хорошие новости или плохие. То есть надо понимать, что если бы у меня с утра рейс не задержался бы на 1,5 часа выездной, и я бы не опоздал на, ну, то есть по техническим причинам на второй, мне было бы намного сложнее вернуть свой чемодан, намного сложнее, потому что Люфтганза, грубо говоря, на это вообще по барабану, а тут мы бы просто не заметили, потому что я вышел с одного самолета, сел в другой и думаю, ну, мне сказали, что все хорошо, вот так, вот им и доверяй, вот, собственно, поэтому мне реально как бы в этот раз прям фартануло, что я застрял еще в одном аэропорту, застрял я на этот раз в отличных условиях, я все, сыт, доволен. Вот сейчас все ушли из этого лаунжа, я здесь один, поэтому решил записать ролик. Супер экспириенс. Я, даже рад, что я застрял, потому что мне все равно там на Барбадосе торчать еще до 8 числа, до моего вылета оттуда. Но это отдельная история, это мы еще посмотрим. Плохое отношение к Европе, короче, после всего этого. Англия хорошее место, намного лучше. Европа очень, ну, я как бы никогда туда не стремился, но сейчас я здесь побывал, и даже хотя бы просто в аэропортах, и вот это вот формат жизни, когда вот все регламентировано, и все люди рабы правил. Типа, ну, они вообще не свободны, они ничего не могут, беспомощные просто абсолютно. То есть все вот эти вот, извините, такая мощная авиакомпания, она абсолютно дырявая, у нее нету ни клиентского сервиса, у нее как бы вот такие косяки один на другом, абсолютно нет никакой гибкости, абсолютно беспредел какой-то могут условно со своими клиентами вытворять и скидывать ответственность на кого попало. Надо понимать, да, что все-таки причина, по которой меня сняли с рейса, она исключительно в том, что, ну, до меня просто докопались. То есть я прошел 4 этих security интервью, Два было в Стамбуле, одно по прилету, когда я только прилетел во Франкфурт. Я прошел 3, извините меня, я там не спал сутки, точнее за сутки, ну ладно, спал 2 часа. Я был вообще типа максимально размазан, и прямо вот я уже стою около выхода, мне говорят, ой, называют там 10 фамилий, в числе которых моя, да, подходят и начинают меня заново там мучить всякими, выгонять по каким-то вопросам, цель поездки, чем вы занимаетесь, а где вы там познакомились, а это что, а там что. Мы просто 15 минут болтали во всей моей жизни. Я как бы просто честно отвечал и говорю, ребят, мне вот пофиг, я вам отвечаю как есть, это реальный кейс. Вот мои цели поездки, вот там все мои подтверждающие доки. Ну нет, как бы, вот сам факт. То есть можно проходить, можно иметь все эти доказательства, но ты просто натолкнешься в один там, не знаю, из 8 из 10 случаев на офицера, который скажет, да, я не верю. Или там, ну нет, я сомневаюсь, лучше не стоит. Или там, я все-таки откажу. То есть даже вот этот факт, ну, момент человеческого фактора, который здесь решает, из-за того, что его ставят на количественные рельсы, он просто превращается в то, что, ну вот, тебя жестко, то есть отсеивают, поэтому, конечно, и к Мексике у меня отношение тоже испортилось очень кардинально. Вот. По поводу дальнейших планов расскажу уже потом, когда доберусь и закончу с этой частью. Думаю, достаточно много уже сказал. Короче, ребята, это полный трэш. То есть, если есть еще какие-то челленджи, которые можно собрать в этом перелете, я их еще не собрал, то их обязательно соберу. Да, по невероятному стечению обстоятельств именно сегодня основное, не знаю, отделение терминала, где можно было нормально развалиться, так скажем, на лавочке и в тепле, в комфорте поспать, оно по каким-то причинам закрыто на какой-то там ремонт или генеральную уборку, короче, но оно закрыто. И всех людей, таких же, типа как я, согнали к какому-то условно там выходу 24 в единственную зону там на весь аэропорт, где мы можем посидеть до 3 часов 30 минут, пока там не закончится уборка. И вроде бы мне было вообще окей, я думаю, окей, посижу не тут, а там. Но проблема в том, что здесь оказалось просто дико холодно. Сначала еще было как бы не так холодно, но видите, как я одет. Охранники, типа, у тебя столько солидов, извините меня, и тебе холодно. Прошло 4-5 часов, как бы становится реально уже холодно, невозможно там находиться и сидеть. Там ни чая, там ни каких-то, не знаю, капсульных отелей, как там во Внуково тут нету. Ни пледиков, просто ни хрена. Ты их о чем-то просишь, они говорят, блин, ну вроде же не так холодно, чего уж ты. Ну, все люди сидят там, просто мучаются, коченеют. Я в итоге заперся просто в комнате для
мало подвижных людей и натопил себе ее с помощью вот этого обогревателя. То есть я, наверное, минут 20 вот так делал, короче, себе топил эту комнату и грелся, собственно, сам. Ну и здесь стало в целом нормально после этого. Вот, так что я дожидаюсь еще минут 15 здесь, в этом убежище, в этом шелтере просто от обморожения. И уже пойду в какое-то другое место приятнее, меня наконец-то выпустят отсюда. Но это трэш, это просто вот, это вот реальность путешествий. Короче, до свидания. О боги, это свершилось. Я наконец-то вышел из аэропортов. Московское время 00:00, 28 февраля. И я пробыл в самолетах и аэропортах ровно 80 часов. Кто может побить мой рекорд? Кто? У кого есть еще 80 часов в аэропортах? Ох, это просто невероятно. И самое интересное, это как бы не финальная точка моего маршрута. Я сейчас нахожусь на острове Барбадос в Карибском море. И у меня здесь будет пара дней как минимум переночевать, немножко привести себя в порядок, восстановить силы, перед тем, как я уже потом отправлюсь еще примерно в 4 перелета до моего финального пункта назначения. Кстати, багаж при мне, чемодан нашли, все получилось, я тоже очень переживал. И он самым последним, конечно же, выезжает с ленты. Потрясающе, это просто потрясающе. И вот что было, собственно, когда мы с вами расстались в прошлый раз. Ну, в 3:30 нас разрешили пойти в теплую зону. В принципе, я начал пользоваться ваучерами, попил кофе, поел. В целом ничего особенного интересного не происходило, просто дождался вылета на Барбадос. Улетела в большом самолете, где там 9 мест в одном ряду. Короче, остановился на каучсерфинге. Я не ожидал, конечно, что это займет реально 80 часов. Я планировал 25, да, 30 максимум, со всеми нюансами. И мне кажется, я не так плохо выгляжу, да, для 80 часов в самолетах. Если у вас тоже есть какие-то подобные истории или как-то есть что прокомментировать, можете как-то посостязаться со мной в таких историях, напишите обязательно в комментариях, расскажите, как у вас, были ли подобные случаи, что вы делали, как справлялись. Потому что это просто невероятный опыт, который все меняет. Ну и, конечно же, это еще не конец моего путешествия. Мне еще предстоит примерно 4 перелета, но я думаю, этот выпуск и так получился очень большой. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы посмотреть, как же все-таки доберусь до своего пункта назначения, чем вся эта история закончится. Ну и спасибо, что досмотрели до конца, друзья. Оставайтесь на связи. Давайте. До новых встреч.